Друзья, всем привет! У меня в гостях знаменитый, легендарный уже, можно сказать, интернет-герой, которого вы, скорее всего, знаете под псевдонимом Сталин ГУЛАГ или Саня из Дагестана, или просто Александр. Привет! Привет, Илья. В отличие от политики, про которую ты пишешь, если это понимают все и очень хорошо все чувствуют, то проблема жизни в городе людям с ограниченными возможностями, она непонятна практически никому. Поэтому я хотел бы с тобой сегодня обсудить вот именно городскую среду и вот весь тот пиздец, который происходит у нас в городах. Как ты сюда попал, вот, ко мне в офис? В офис очень тяжело, в плане того, что если бы у меня не было двух ассистентов... То есть ты по Москве перемещаешь с двумя ассистентами? Обязательно, да. То есть вот это должны быть два очень физически крепких, развитых человека, мужчины, которые поднимут на ступеньки, на лестнице, поскольку вот ты правильно заметил, что человек, который не сталкивается с этой проблемой, он ее не видит. Вот у меня масса таких было случаев. Открывается, допустим, какой-то ресторан новый, там, я о нем узнал, прочитал, я звоню и хочу заказать туда там столик. Я звоню и спрашиваю: скажите, а в каком этаже находитесь? Они говорят: мы находимся на первом этаже. Я говорю: а у вас там есть лестница? Они говорят: нет, лестниц нет, все окей. Я говорю: хорошо, тогда я бронирую столик. Я прихожу и вижу, что там 2 ступеньки или 3 ступеньки, да, вход. Я зову, соответственно, кто заходит, зовет там официанта, либо работников, они говорят, что: ой, извините, а мы не заметили, мы не знали, это все-таки первый этаж. Там. То есть поэтому даже даже в принципе одна ступенька высокая, да, это уже непреодолимая преграда. Особенно, когда мы говорим, если речь идет о коляске, которая с электроприводом. Дело в том, что тут же еще очень важный момент. Вот в частности моя коляска, она легкая, в отличие от остальных электроприводных колясок, но она некомфортная. То есть вот мне в ней сидеть некомфортно. Потому что если я сяду в комфортную коляску, то даже 2 крепких мужчин ее не поднимут. Потому что они все они все тяжелые, и тут приходится, то есть, выбирать между комфортом и мобильностью. Хотя в данном случае нельзя сказать мобильность, это тоже будет звучать смешно, да, потому что какая тут мобильность, когда тебе нужна постоянная чья-то помощь. Даже в таком аспекте нужно постоянно идти на компромисс. То есть вот эти вот модные коляски, на которых ездят европейские пенсионеры, да, такие большие... Они по 200 килограмм, они весят там 150 килограмм, минимум там 100 килограмм, и их просто нереально поднять. Допустим, если я был бы на этой коляске, то я бы сюда не попал. Поскольку вот эти, как у тебя там сделал какой-то пандус, такие рельсы, я не знаю, кто их придумал, такие рельсы, я не знаю, наверное, кто-то там и где-то когда-то распилил какой-то проект, у них остались вот ненужные с какой-то, наверное, военной базы эти рельсы, они не знали, куда их присобачить, и они решили их клепать. Насколько это абсурдно, поскольку у каждой коляски расстояние между колесами у всех разное. То есть, потому что коляска – это очень личное такое средство, да? Она не универсальна. И даже вот эти дикие пандусы, которые вот, сделаны, их пандусами нельзя назвать, вот эти места для самоубийств, вот, подземные переходы, они где-то уже, где-то шире, то есть и даже коляска на них не может заехать. То есть не говоря уже о том, что они под диким углом, и там скользкие, и куча всяких таких нюансов. Кстати, ребята, важный момент относительно переходов и вообще всех переходов, которые есть. Часто, подходя к подземному переходу, мы видим такие вот рельсики или просто там могут быть гранитные такие. Так вот, я хотел вас предостеречь, есть различные исследования, конечно же, не российские. То, что вы думаете, это можно для детской коляски использовать, так вот в некоторых странах такие подобные пандусы просто запрещено использовать из-за того, что это очень опасно. Да? Вы просто возьмите коляску, и вы там начинаете идти, там очень мало места для ног, там есть много возможностей, что вы там запнетесь еще что-то, да, и что у вас просто коляска улетит. Поэтому очень осторожно, когда используете их с детской коляской, и реально во многих странах их запрещают делать, потому что много случаев, когда люди запинаются и падают, и улетают коляски с ребенком. Это жесть. В следующий раз просто подумайте об этом. Или возьмите какую-нибудь коляску, положите туда какой-нибудь там манекен. Манекен. Чиновник отвечает. Или чиновника, да. Который отвечает за Или этот пандус, и покатайте. И попробуйте, да. Обычно так заканчивается. Как ты переходишь Тверскую? Вот на Тверской есть очень удобный переход, это где газетный переулок. Газетный переулок напротив телеграфа. Там 2 пандуса. Там удобный сделан пандус. Да, и в принципе там вот это единственное место, которое можно было перейти. В других местах это
ну, в крайней степени неудобно. И даже это есть, знаешь, на Садовом, да, вот от Поварской и до Маяковского, метро Маяковского, здесь по Садовому идти, Да. там вроде как бы сделаны спуски на тротуарах, но они очень крутые. И вот, допустим, я один там съехать не могу. То есть я, когда еду, я подъезжаю к этому спуску, разворачиваюсь спиной, сзади мне кто-то должен так придерживать коляску, чтобы она не перевернулась назад. Соответственно, я съезжаю спиной, разворачиваюсь на проезжей части, еду прямо, опять поднимаюсь. И так вот каждый раз на всех вот этих крутых. Это программа «Моя улица». Ну, естественно, другой. Отлично. Расскажи, пожалуйста, вот как для тебя, человек, который передвигается на коляске, похорошела Москва? Именно идти по дороге, не по тротуару, терпимо в некоторых местах. И единственное, что, конечно, вот эти крутые спуски. Они, я не знаю, они, видать, их и делают как-то, как Бог на душу положит, что называется, поскольку они, у них нет какого-то единого стандарта. То есть вот даже по одной улице один может быть выше, другой ниже. Я так понимаю, их делают как-то так на глазок, потому что когда ты идешь, ты этого не замечаешь. Когда ты едешь, ты прекрасно понимаешь, что вот там даже изменение на низких градусов, это существенно влияет. И человек, который не сидит в коляске, ему, конечно, это не понять. Если чуть-чуть повыше, уже все, ты наклоняешься вперед, уже у тебя может там соскочить рука или еще что-то, и это, ну, это банально травмоопасно. Я вспоминаю, когда первый раз приехал в Москву, мне было тогда лет 14-15, и я первый раз вообще попал в метро, да, и я поехал. И я на этом, я не знал, да, что вот по эскалатору нельзя подниматься на коляске. То есть я на нем чуть не убился в этом. Там очень повезло, что оказался там мужчина или пара, они так меня просто задержали, и иначе... А ты один только поехал? Нет, я поехал с сопровождающим. Это было дичайше, в общем. Это был первый и последний раз, когда я поехал на метро, и все, больше я остался. Подожди, на метро не. а как ты на метро еще можешь ехать? Нет, конечно, нет. Нет, ну в каком плане? Вот, например, есть новые станции, которые вроде бы не оборудованы лифтами. Так. Но они настолько абсурдны, поскольку, смотри, у нас же не только страна централизованная, да, у нас и Москва централизованная. В любом случае, все происходит в центре. Ты можешь сесть на станцию, наверное, метро. Я сам не был, но вроде бы там говорят, есть лифт. Ты можешь, допустим, сесть где-то в Журебино, да, условно, и приехать там, я не знаю, на Лубянку. Ну, например, Но на Лубянку ты уже не выйдешь. На Лубянке ты уже не выйдешь. Ты можешь приехать на Лубянку, посидеть на Лубянке, сесть обратно и обратно. Ну хорошо, а вот они в какой-то момент начали делать такие, как вот вдоль лестниц, такие как платформы, я так понимаю, вот как раз для инвалидов, чтобы ты, наверное, мог на своей коляске на нее заехать, и тебя по этой лестнице поднимут. Вот это, конкретно метро я с этим не сталкивался, но вот эти платформы, это на самом деле, там, где их установили, это такой, знаешь, такой шапитон начинается, когда ты приходишь. Во-первых, человека, который отвечает за этой платформой, его, как всегда, на месте нет. Там начинается паника, все начинают бегать, куда-то звонить. Приходит такой недовольный дядя или тетя какая-то, который, типа, что ты пришел там, что ты дома не сидишь. И приходит, там, начинает, подожди, и сейчас я проверю. То есть, вот, допустим, у меня была история, была в этом океанариум, по-моему, на ВДНХ, это океанариум, да? То есть там пришел реально мужик, и сейчас они там его искали, минут 15-20, он пришел, и я такой говорю, ну что, он говорит, слушай, я никогда и не пользовался, ну сейчас проверим. Я говорю, ну, мне как-то стрёмно туда заходить, подниматься. Он говорит, да ладно, не бойся, все будет сейчас нормально, сейчас проверим. То есть и буквально вот он, мы поднимались, вот он там, сейчас эту кнопку нажму, проверю, так, что-то не туда поехало, сейчас сюда. То есть вот, ну это в Москве мы говорим, да, в Махачкале, например, их там около, по-моему, республиканской библиотеки, вот на Ленина, это же был Махачкале, да. Их поставили, их просто затянули чехлами, и никогда их чехлами даже не... То есть это просто вот для галочки делают? Просто, да, там распилили, наверное, какую-то сумму, и все. Нет вот такой, знаешь, мобильности, вот есть платформа, да, ты к ней подходишь, спокойно на нее заезжаешь, нажимаешь кнопку, используешь как лифт. То есть, да, этому у нас не принято доверять в этом людям, да, которые могут это подняться. Для этого нужен специальный, обученный, там, дипломированный человек, который тебя будет на этом поднимать, и вот, соответственно, это все неудобно. А в Махачкале ты как последний раз был? В Махачкале я был в феврале этого года. И как ты по Махачкале вообще? Как я приезжаю на своей машине, соответственно, со своими помощниками, да. Я приезжал, просто у отца был юбилей, и никак, я дома только. То есть машина, аэропорт, дом и все? Да. То есть ты... Нет, даже не аэропорт, я езжу на машине из Москвы в Махачкалу на своей машине, да. Это, кстати говоря, отдельно тоже адок, потому что самолеты мне очень неудобны, поскольку по правилам авиабезопасности я должен пересаживаться в кресло
самолета. Мне это неудобно, поскольку у меня есть свои особенности личные, как я должен сидеть. А там ты должен сесть со своей коляски на такую какой-то стул очень узкий. На этом узком стуле тебя везут до твоего места. Да, и это все люто, очень люто неудобно, поэтому я езжу на машине, я на машине там, в Азербайджан ездил, в Грузию, то есть поэтому только своим ходом на машине. И отдельное, конечно, приключение, когда ты едешь по России, естественно, мы останавливаемся, там, чтобы переночевать, да, в отеле, естественно, везде там эти лестницы. У нас в стране поиск есть какой-то там национальной идеи, нужен какой-то клей, какая-то скрепа, которая скрепит наше разобщенное общество, да, у нас же принято считать, что есть условные патриоты, есть там условная прогрессивная общественность. Условно, потому что у нас в стране, в принципе, все условно. И вот единственное, что и тех, и других объединяет, это то, что тем и другим абсолютно насрать вообще на пандусы, потому что ты придешь в какую-то там чебуречную, где висят портреты Ленина, Сталина, играет светская музыка, или придешь в какой-то моднейший бар с крафтовым пивом и фалафелем, и там ты не найдешь вообще никаких там пандусов или еще чего-то, да? Вот. Ассистентам ты платишь? Безусловно, конечно. Сколько, если не секрет? Я говорил в каком-то интервью, что у меня в месяц уходит на ассистентов, плюс еще человек, который со мной живет, да, и плюс еще на 7 квартиры. То есть вот на это все у меня уходит порядка 400 тысяч рублей в месяц. То есть, чтобы хоть как-то... Не просто банально жить, вот выйти из квартиры. То есть, чтобы хоть как-то более-менее человечески существовать, нужно, да, 400 тысяч в месяц, да. Причем это нужно понимать, что... Офигеть. Да, причем нужно понимать, что у людей же тоже должны быть выходные, да, то есть ты подстраиваешься на твое интервью, я предупредил их вчера, что сегодня мы выйдем в такое-то время, приедем туда-то, пробудем там примерно-то столько-то, столько-то. То есть это постоянно ты все равно зависим так или иначе. Что делает человек в России, у которого нету 400 тысяч рублей в месяц? Вот я тебе могу сказать, что я делал. У меня же не 400 тысяч в месяц появились не с рождения. Я просто сидел дома, когда был в Махачкале. Практически я никуда не мог выйти. То есть ты месяцами сидишь дома? Да, конечно. Как под домашним арестом? Естественно, да. Я выходил только, в частности, когда был ребенком, общался с своими там сверстниками, друзьями, просто во дворе, там около скамейки, да. А, допустим, если там куда-то, там ребята куда-то уходили, то ты шел домой, потому что они шли там куда-то, и ты туда просто не мог попасть. Ты видел Махачкалу, что-то объяснять, да, поэтому в том плане. А что же чувствует человек, который в Махачкале рождается, как у тебя, с таким диагнозом? Слушай, я считаю, что тут не надо акцентировать внимание на Махачкале. Я думаю, ситуация такая же и в Саратове, и даже то же самое и в Москве, и в Питере, в любом другом городе. Там просто уровень пиздеца немножко разный. Может быть, где-то на чуть-чуть отличается. Что чувствует человек, который рождается в России с таким диагнозом? Я не знаю, наверное, то, что надо поскорее умирать там или как-то доживать, поскольку никаких перспектив нет. Вот мне сейчас пишут огромное количество людей, которых похожие диагнозы, как у меня, и они мне пишут и говорят: слушай, вот как круто, тебе повезло, что у тебя есть помощники, а нас нет, вот что нам делать? Да? И я реально не могу, я не знаю, что им сказать, что им делать. Мне действительно повезло, у меня появилась такая финансовая возможность, я понимаю, что это в любом случае там есть доля везения, как и во всем. Да, и все люди не могут стать трейдерами. Я никому не могу это порекомендовать, потому что я понимаю, насколько это и эмоционально тяжело, это надо быть, это трудно, это нестабильно, это рискованно, да, и я не могу никому предложить, и когда они мне пишут, что нам делать, у меня нет, я открываю это сообщение, смотрю на эти сообщения, и кроме там типа, удачи нам всем, вдруг я не могу ничего ему ответить. То есть, чтобы ты понимал, официально у меня пенсия по инвалидности, по-моему, около... Единственное, что какую дотацию получаю, это, по-моему, 15,5 тысяч рублей. То есть тебе государство 15,5 тысяч рублей в месяц дает? Да, и живи как хочешь, то есть на 15 тысяч рублей. Иногда есть такой там шок в Европе, да, когда люди тебе говорят: у них там инвалидов столько там, да? Не, у нас инвалидов, понимаешь, у нас инвалидов-то не меньше, да. А они просто не могут выйти. Да, ты зайди, я когда прихожу к кому-то в гости, в Москве, неважно, где в домах, ты видишь пандусы, что были? Да, их нигде. Ты знаешь, сколько я потратил времени перед тем, как найти ту квартиру, где я снимаю. То есть у меня был такой, почему я, собственно говоря, уехал из центра. В центре удобно жить, да, и естественно, но я в центре чудом нашел только 2 дома, они были
квартиры на первом этаже, где не было лестниц. То есть я мог, ну, они были, сам понимаешь, старые здания, очень маленькие, и внутри было, опять же, некомфортно. То есть там некомфортно были ванны, туалеты. Это, опять же, был компромисс. То есть жизнь инвалида в России – это постоянный компромисс. То есть ты постоянно должен себя в чем-то ущемлять, чтобы как-то оставаться более-менее активным. Я смотрел массу вариантов в центре, я смотрел в пределах третьего кольца, я ничего не мог найти, чтобы были удобные именно подъезды, была удобная планировка внутри, чтобы широкие дверные проемы, отсутствие порогов и прочее. И я чудом только нашел эту квартиру, в которой я живу. Но я потратил на это очень-очень много времени, и я вот так понимаю, что если там решат ее больше не сдавать, то это какой ад начнется мне опять с поиском всего этого жилья, поскольку я искал, естественно, не один бы я не смог, я нанимал риэлтора, ну, услугами агента пользовался, и поэтому это было, конечно, очень тяжело в этом плане. Про то я говорил, что люди на улице, ну, они не видят. Вот, потому что они не могут выйти. Да, мы можем сейчас выйти там в центр, ходить там 2 часа, и мы не встретим, скорее всего, ни одного человека там на инвалидной коляске, потому что действительно он в центре оказаться не может, несмотря он приехать не может сюда. Да. А даже если он тут по какой-то счастливой случайности живет, то не может выйти из своей квартиры. Да, и создается просто ощущение, что эта проблема не существует. То есть, когда ты говоришь, что внеуличный переход, когда вы убираете зебру и делаете там какую-то лестницу 3 пролета туда, 3 пролета туда, вы просто делаете жизнь огромного количества людей невозможной в этом районе. Это же старая история. У нас принято, как если проблем не видно, ее нет. То есть, да, как решили проблему, вот особенно сегодня, вот сейчас май, только что закончилась вся эта военная тема вот по поводу 9 мая, да, а что было с фронтовиками, которые пришли без рук и без ног, да, их просто взяли и всех выслали. Ты, кстати, хоть раз сталкивался в Москве именно с дискриминацией, не потому что ты не можешь там проехать, да, чтобы тебе кто-то говорил, слушай, чувак, да, там, ну, у нас тут приличное заведение, а тут сейчас будешь там пугать посетителей там, или еще что-то. Нет, вот с таким конкретно не сталкивался. Вообще нигде в России? Вот у меня был такой случай, даже написал там в книге, у них гневный отзыв, не знаю, насколько это сработало. Я пришел в Третьяковку на Крымском валу. Это было в том году. Перед тем, как я им позвонил и сказал, как у вас там доступность средой. Мне сказали, все отлично, приходи. А это была выставка Серебряковой, кажется, да. Уже подошел, чтобы купить билет. И еще раз спросил, сказал, там точно все нормально с доступной средой. И говорит, конечно, ты что, мы приличные люди, у нас все круто. И что ты думаешь, я, значит, поднимаюсь на этом неудобном лифте, там узкий, вот, примерно как у вас есть, но это ладно, черт бы с ним. И я не могу попасть в один из залов. То есть я подхожу, а там лестница вот так просто вниз. И со мной еще рядом мимо проходит бабушка, она была на костылях, она такая смотрит. Я говорю, вот видите, лестница. Она на меня так тоже смотрит, говорит, а вас не предупредили? Я говорю, я спрашивал, то есть, что они говорят, нет. Потом идет там работница галереи, я ей говорю, слушайте, а почему вот такой позор? Ой, ну что вы, это всего лишь один зал, ну там подумаешь, мол, ты не посмотришь один зал. Я говорю, я хочу посмотреть вообще всю выставку. Я специально пришел, ты выставку, чтобы все посмотрел. Ну, давайте сейчас вот кого-нибудь попросим вас тут сейчас спустим, то я говорю, не хочу никого просить меня спускать. Я же вас спрашивал русским языком, и я пошел тогда, что взял эту книгу, написал там на русском, на английском языке. Не знаю, изменилось с того времени что-то или нет, после этого там не было. Да, кстати, вопрос Третьяковочки. Как у вас там с безбарьерной средой, ребят? Я так понимаю, отдельный ад – это еще туалеты, которые редко где приспособлены для маломобильных. Да, здоровый человек, он может зайти в туалет для маломобильных, а маломобильный человек не может зайти в туалет для здорового человека. Так не проще ли просто делать все туалеты для маломобильных и вот это не устраивать отдельные комнаты, которые там иногда закрыты, иногда не работают. То есть в чем смысл отдельной комнаты, если можно изначально строить для всех удобно? Меня поразило в Японии, я тебе рекомендую после Праги поехать в Японию, и ты можешь ехать туда один, во-первых, прямо 100%. Насколько там круто вообще сделана вот эта вся система с маломобильными на всех этапах путешествия, там, на поездах, на вокзалах. И особенно, как круто там сделаны туалеты. Чтобы ты понимал, да, это я просто зашел, снял туалет на вокзале, тут еще не попал, видишь, там видно в зеркало, там пеленальный столик, там все остальное, да. Насколько тут у них, то есть у них тут есть раковина там здесь, да, если там тебе там нужна, у них там есть здесь, у них там везде обязательно будет вот, на случай, там, если ты там упал, там, видишь, кнопка. Да, вот эти вот, видишь, он здесь, этот сос, он там везде продуман. Все эти туалеты, они всегда просторные. Там есть, например, даже такая вот вещь, как шторка, насколько я понимаю, она может быть актуальна
туалет с помощником, да, который там потом можно там закрыться. Любая дверь, которая бы ни была, там всегда перед дверью обязательно стоять будет кнопка, которую ты нажимаешь, и там доводчик, то есть даже если двери такие обычные, старые, да, то всегда есть обязательно электрический доводчик, который по кнопке дверь тебе сам открывает. Всегда там, ну, очень удобно на светофорах, они даже делают, есть специальный вызов кнопки светофора для пожилых, там тоже для маломобильных, у тебя дольше горит фаза, чтобы ты мог, ну, спокойно перейти. Бездуховные люди, что с них Да. взять? Ну, то же самое с детьми. Когда-то люди приезжают с детьми, и когда видят, например, какие-то такие вещи, как, опять же, в каждом туалете есть специальный такой стульчик, куда ты можешь, ну, маленького ребенка положить, пока ты там свои дела делаешь, чтобы он там сидел в этом стульчике рядом с тобой. Там есть специальные туалеты, например, я такого раньше не видел, для папы с дочкой. В России там элементарная проблема, когда у тебя ребенку, я не знаю, к примеру, там 5 лет, и это девочка, да, ты с ней в какой туалет должен пойти? Там мужской, чтобы она с этих рыгающих, там, потрясывающих свои там члены мужиков, там, или в женский, да, где там все такие там, куда ты идешь? Ну, просто японцы, они как раз на тему туалетов очень загоняются, и они большие молодцы, потому что Япония — это единственная страна, где ты не чувствуешь там боли и унижения, ну, просто от того, что тебе захотелось там сходить в туалет. Потому что общественный туалет — это какой-то мега-ад в России. В общественном туалете у нас же принято ходить, то есть тогда, когда уже совсем нет никаких вариантов, там, а проще зайти в какое-нибудь кафе или еще куда-то. Ну, а ты еще и в кафе не можешь зайти. Да, то есть здесь... Я так понимаю, во многих ресторанах и кафе там просто туалеты не приспособлены. Да, конечно, да. Интересно еще есть момент относительно парковки. Парковки для инвалидов, которые, ну, давай начнем с городской. У нас, когда начали рисовать эти места для инвалидов, водителей начало дико бомбить, типа, нахрена там вообще вот это вот делать. И на них все ставили. Потом начали как-то жестко всех тягать. Я помню, там прям была такая кампания, что все эти эвакуаторы, полиция и так далее, они прям первым делом начали эвакуировать тех, кто ставит на места для инвалидов. Насколько вообще сейчас ситуация именно, ну, с местами для инвалидов на городских, ну, на уличных парковках? Да, то есть приходится нарезать круги несколько раз для того, чтобы найти и встать на место, потому что они все время заняты. Там. А заняты кем? Они заняты инвалидами или они заняты? Нет, то есть нет, там, ну, допустим, там всякие Панамера там стоит, условно говоря, да, туда выходит такой, видно, что крепкого телосложения парень, садится и уезжает, условно. Да, то есть я не знаю, сколько я понимаю, они либо их не эвакуируют, либо может быть, они как-то оформляют там на каких-то своих бабушек, там, дедушек, еще что-то. А что нужно сделать, чтобы на машину получить этот значок, знак инвалида? То есть нужно пойти, мои документы, я ходил туда, сдать документы на машину, сказать, что он принадлежит тебе, что ты на ней ездишь, и подождать, по-моему, около месяца я ждал разрешения. То есть И тебе выдается этот значок, и ты можешь... Значок не выдается, нет, значок не обязательно в этом плане. Просто... то есть, у тебя машина попадает в их базу? Да, она попадает в базу, и этот приходит, и которые парковщики, да, и они, соответственно, уже считывают, ты попадаешь в базу. Но это не решает, допустим, проблем в каких-то парковках, которые не городские. Да? То есть, вот, условно говоря, в ГУМ, когда я приезжаю, то там я каждый раз плачу за парковку, потому что они мне говорят, покажи свою справку. То есть я говорю, слушай, ты видишь, вот я здесь нахожусь, вот я в машине, я сижу. Я говорю, я ничего не знаю. Кстати говоря, и у Третьяковки на Крымском валу меня тоже заставили платить. Да ладно? Да, потому что у меня, несмотря на то, что я показал им справку, эту розовая справка об инвалидности, которая есть, они сказали, нет, нужно пойти, еще какую-то специальную книжку, в общем, там где-то еще какую-то, это вышло относительно недавно, еще какую-то новую книжку, там что-то зарегистрировать, только тогда можно будет там парковаться бесплатно, возить с собой вот эту книжку. Какие льготы сейчас в России полагаются вот тебе? Слушай, я никаких льгот не получаю, потому что... потому что ты сознательно не условно говоря, нет, тоже сознательно, потому что они, например, абсурдны. Вот сколько было случаев, когда я еще жил в Махачкале, они приходили и... Вот, кстати, у меня была адовая история, я сейчас ее расскажу, как я пытался получить компенсацию за купленную коляску. Те коляски, которые выдают государство, это, знаешь, такие вот телеги, на которых можно перевозить только кирпичи, потому что на них есть вообще нереально. Они здоровые, они тяжелые, они неповоротливые, они неудобные. То есть они просто такие, как кресла для пыток. То есть если тебе мало боли и страдания, то родное государство тебе добавит, и тебя посадит вот в эту телегу и говорит, катись, короче, к херам куда-нибудь. Вот с этого пандуса скатывайся, и жалко тебе 15 тысяч платить в месяц. Я купил коляску на электроприводе. Когда я ее купил, мне в магазине здесь в Москве сказали, что приедете по месту прописки, у меня была прописка, регистрация, точнее,
Махачкале, там вам дадут какую-то часть компенсации. Мама бегала с этими документами, в итоге настал час X, и мне сказали явиться самому туда. В это заведение, я уже не помню, по-моему, это медико-социальная экспертиза или что-то такое, организация какая-то. И, соответственно, я прихожу туда, естественно. То есть я приезжаю со своим другом, мы приехали туда с мамой, огромные железные лестницы. То есть и такой дико крутой пандус. То есть попасть вот в это заведение, которое создано для того, чтобы пришли инвалиды за помощью, туда невозможно. Мама поднимается наверх, говорит, все, мы пришли, в общем. Спускается такой, знаешь, такой чиновник, настоящий чиновник, вот прям как вот из фильма там «Домашний арест». Вот такой, весь такой лощеный, в дорогой обуви, костюме. Все выходит, с ним рядом две такие тетеньки в белых халатах, они с сантиметром. Он подходит, к меня смотрит, да, привет, привет. Так ходит вокруг меня, я вот сижу, он обошел. Да, слушай, а вот пошевели рукой. Я такой, в смысле, ну пошевели. Я говорю, а другой рукой, ага. Так, подождите, дайте мне, взял сантиметр, начал мне что-то измерять, такой стоит, говорит, да, знаете, вот сейчас я и с таким видом, как будто он такой делает дичайшее одолжение, он говорит, я сейчас позвоню, куда надо, вы там поедете, там вас без очереди примут, там, соответственно, все будет нормально. Съезжать туда, и там все будет хорошо. Я говорю, ну хорошо, окей. И, соответственно, мы опять садимся в машину, опять едем, выгружаемся, значит, я выхожу, идем там, тот кабинет, который он назвал, заходим, там сидят 4 или 5 человек, все в белых халатах. Там сейчас там подходим, она говорит, да, он звонил, ну давай, и снова давай вот этот пальцем пошевели, там этим пошевели. Я говорю, слушайте, а что происходит вообще? Это вообще что сейчас было, зачем вы сейчас вот мне пальцем говорите, там шевелите? Он говорит, вы понимаете, этот человек, я забыл, как там его звали, он засомневался, вот нужна ли вам действительно коляска на пульте управления. Вот мы сейчас смотрим, и мы понимаем, что да, вам она действительно нужна. То есть я говорю, что? Я говорю, вы сомневались? Серьезно? Вот то, что мне она нужна? Ну да, говорит, надо сомневаться, но понимаете, в чем дело? Дело в том, что мы вам компенсировать ее не можем, то, что вы купили. Потому что у вас там не было оформлено какой-то книжки. Вот в следующий раз, когда вы купите, вот уже в следующий раз, тогда вы, соответственно, придете, и уже снова, когда вы новую коляску купите, новую мы уже вам ее компенсируем. А это уже, извини. То есть я говорю, подожди, вы серьезно? И там, конечно, у меня, что называется, в тот момент бомбануло. Там я стал там с ними ругаться, говорю, вы совсем тут охренели, все в таком духе. И там вдруг мама мне говорит, все, они меня там утащили оттуда, потому что они там, я там ругался, они говорят, там что вы себе позволяете, молодой человек, типа я еще остался виноватым, то есть вот то, что они сомневались, а надо ли мне действительно на электроприводе коляска, может, это мой такая прихоть, может, я так решил просто понтануться, что вот мне нужно электропривод, а можно, в принципе, и механическая сойдет. Сколько твоя коляска стоит? 100 тысяч. 100 тысяч. Да. А кто производитель? Вот это Китай. Китай. А в России делают коляски? Тех нож, которые нужно мне, насколько известно, нет. То есть я ничего приличного не нашел. А хорошая такая вот большая коляска сколько стоит электрическая? О, хорошая, немецкая, да? То это там начиная 200, 300, 400 тысяч. Ну, теоретически государство как-то компенсирует это. Да, какую-то часть, только я вот не знаю какую, потому что мне не удалось выяснить. У тебя книжечки нет. А что ж ты Я без не буду. книжечки? Ну, теперь у меня книжка, по-моему, есть. А что, тебе нужна книжечка? Чтобы... Какую-то книжечку, да, то есть, видимо, это недостаточная история, но это вообще, это, знаешь, такие курьезы случаются. Вот я завелся второй телеграм-канал, когда вот Саня из Дагестана, и там я пишу, вот, то есть, вот, начал писать о жизни своей, что у меня происходит. Давно я там написал, как меня вызывали, допустим, в военкомат. Позвонили, сказали назад, и мне говорят, срочно явитесь на призывной пункт. Он говорит, ну, я говорю, вы что, серьезно? Они говорят, да, я говорю, я не могу. Они говорят, вы с ним можете, сейчас снаряд вызовем, сможешь. Я говорю, что вы что, Иисуса пришлете, чтобы я встал и пошел. Они говорят, нет, и то есть реально. Или, например, И что с военкоматом в итоге? Ничего там отнесли, мама отнесла им эту справку, потому что у них не было. Я бы затроллил, сказал, ну присылайте наряд. То есть, ну, ты знаешь, в Махачкале с нарядом шутить, это как бы там тройник не очень прокатывает. Или тоже была отдольнейшая история у меня, когда я первый раз оформлял себе загранпаспорт. То есть я как решил воспользоваться достижениями современных технологий, на госуслугах заполнил все эти данные, и все, мне там сказали пойти в такой-то день. Естественно, я пришел получать, естественно, там
не было лестниц туда-сюда, и все были лестницы, но мне помогли подняться, там, неравнодушные граждане в этом плане. И такой вопрос, нужно было делать биометрическую фотографию. А это такая, как в тот момент такая будка была. Да, там будка, и ее никак не зайдешь. Она узкая, и туда нужно сесть на специальную такую, то есть приступок какой-то, да, вот надо сидеть. То есть там подбежали пару просто ребят, которые тоже, как я пришел фоткаться, они говорят, давай, сейчас, братан, мы тебе поможем, затащим. Я говорю, и вот они, конечно, меня пытались только в эту будку, и никак не получилось, то есть и так я биометрический паспорт на тот момент не получил. Потом, благодаря там знакомым, удалось, они пришли домой и вот с этой аппаратурой сфотографировали. К таким моментам можно относиться с таким трагикомизмом, потому что по-другому иначе будет совсем уже плохо. Да, я, кстати, про биометрический паспорт, раз у нас время курьезных историй, могу вспомнить свою. Я же тоже не смог в эту кабинку пройти. Почему? Потому что этот робот, который там в этой... Там же садишь в такую вот кабинку, да, где перед тобой вот эта хрень такую ставят, там портал в будущее. Вот, ты так сидишь, а у меня волосы не проходили. То есть они выходили за края этой системы, система давала ошибку, типа говорили, что нужно как-то так это уменьшиться. И мне эти там тетки, которые не понимают, как эта машина работает, они такие, вдавись там в стену, там, а можно какую-нибудь там прилизнуть их там. А я такой, да я что могу сделать там? В итоге там мучили этот аппарат, там кое-как я так удавился в стену, его там от меня как-то отодвинули, там, он что-то снял, и вроде там прошло там. Но это было, да, мы там минут 10 пытались, чтобы меня эта машина сфотографировала, чтобы вся эта система прошла. Что делать? В плане городов, в плане вообще, то есть, почему это происходит, что с этим делать, вообще куда двигаться? Ты пишешь, давай так, ты пишешь посты в Телеграме, у тебя есть всегда ответы на все вопросы. На эти вопросы у меня нет ответа, потому что, во-первых, на эти темы... Это все безысходность такая сплошная. На эти темы я пишу не так часто, потому что эти темы реально никого не волнуют. То есть, если, допустим, ты пишешь о том, что вот там вот это такая-то проблема, ее проматывается и не находит вообще никакого отклика. А имеет смысл создавать именно общественный запрос? То есть, как-то людям это объяснять? Может быть, тогда как что-то изменится? Нет, общественный запрос есть. Тут же вопрос в том, что никто не контролирует то, что делается. То есть все делается просто для того, чтобы оно было. Не там поставили галочку, что мы установили, и все. А как установили, кто этим будет пользоваться? Тут же и это, понимаете, это проблема отсутствия диалога власти и общества. То есть власть не слышит общество, потому что нет никаких доступных механизмов того, чтобы человек мог до куда-то достучаться и сказать, что вот это конкретно неудобно. То есть это какие-то там показные случаи происходят, когда установят где-нибудь какой-нибудь удобный пандус, покажут по всем каналам, скажут, вот видите, как мы это делаем. Хотя, в принципе, и с одной стороны, и с другой стороны, я думаю, что должна быть также и там ответственность какая-то и бизнеса, да, когда он создает. А тут же обратный аспект. Вот представь себе там предпринимателя, который открыл какую-то кофейню, да, или какой-то ресторан. Зачем ему делать пандус, что он понимает, что, во-первых, кто у нас инвалиды? Это все нищие люди. Да, у инвалидов нет денег ходить в рестораны. Это первый момент. Второй момент. Инвалид до его ресторана никогда не доедет, потому что нет никаких условий. Соответственно, ему тратить деньги на пандус ради того, чтобы однажды там один или два иностранца, которые там приедут к нему, зайдут, он не видит в этом никакой целесообразности, потому что зачем делать пандус, и им никто не будет пользоваться. Так и какая-то безысходность. Безысходность? У нас сейчас, потому что у нас вся страна живет в одной большой безысходности. Надо с чего начинать? Я не знаю. Ты скажешь мне, расстрелять кого-нибудь на Красной площади. Да нет, к сожалению, расстрелы не помогут, не решат. Сколько мы же помним, в нашей стране их было немало и ничего не решили, а только усугубили. А ты не думал переехать из Москвы куда-нибудь там в ту же самую Европу, где... понятно, что есть страны, где тебе просто физически будет комфортно жить. Да, наверное, есть, но, понимаешь, я не могу переехать. Я привык
я привык к России, это моя страна, то есть как бы пафосно не звучало, здесь живут все близкие и дорогие мне люди, я не могу всех забрать и все уехать. Блин, вообще, конечно, да, то, что мы обсуждаем, что реально из-за диагноза ты не можешь в России полноценно жить, ты вынужден там с помощниками, со всем остальным, и то, что по этой причине там уехать из России, это как-то звучит странно. Да, это, конечно, и я не понимаю, почему я все-таки говорю на русском языке, русский человек, и я хочу здесь жить. Это все-таки моя страна, да, хотя хоть она и не считает меня, то есть полноправным гражданином, да, но я все равно считаю, что я гражданин ее и имею право здесь жить. По поводу рамок. Вся вот наша эта история с этим театром безопасности, рамки что много где стоят, ты через рамки как проходишь? Иногда, опять же, все бывает по настроению того, кто стоит на этой рамке. Если кто-то видит, что я, допустим, подхожу заранее, они снимают такое ограждение и пропускают. А иногда, говорит, через рамки, вот так приходится руки группировать и медленно через нее проезжать. Но самый ад это, конечно, вот турникеты в офисных зданиях. То есть, потому что некоторые турникеты, они не убираются. Тренога, да, она опускается, но все равно слишком узкая. И в некоторые места я так и не мог попасть. Не знаю, либо они просто, им было влом все это делать и опускать тем охранникам, которые там стоят, либо она действительно не опускается, нет никаких возможностей проехать. То есть были такие случаи, что я реально приходил и там по делам каким-то нужно, я никак не мог туда попасть, они говорят, мы ничего не можем сделать. И я звонил тем людям, которые я приходил, они просто спускались там в холл, и мы там обсуждали вот именно Да, в зале. что? Да, то есть офисные здания, в которые ты просто не можешь физически попасть. Да. Ты как думаешь, что с Телеграм будет? Я вообще не думаю, что будет вообще что-то хорошее в целом. Поэтому Телеграм не может быть каким-то особым исключением, имеется в виду в стране. Ну, Телеграм, наверное, продолжит бесщадно блокировать Роскомнадзором, попутно убивая все живое на своем пути. Поэтому, я думаю, что это вряд ли закончится каким-то успехом, потому что у Телеграма все-таки все равно нет никакой альтернативы. То есть, реально сегодня Телеграм это единственная медиа, единственная площадка, где можно высказать свое мнение без боязни, что тебе либо придут из органов, или либо если тебя там не забанят за цензуру, за жалобы. Твой опыт показывает, что это... Да, что не так уж и просто высказать свое мнение, чтобы тебе не пришли из органов, потому что к тебе все-таки пришли. Тут нужно быть более анонимно и осторожным. В других местах, где еще там не в каком-то же ВК, зачем писать ВК, ты носить того, что сразу пойти товарищу майору, дать чистосердечное признание, что ты экстремист, терроризм и вообще сволочь поганая. То есть, да, на Фейсбуке тоже жесткая цензура. А где еще? Наша страна достаточно такая... что греха таить, неэффективная, то есть они неэффективны во всем. То есть и вот это такой обратная сторона медали, что они неэффективны не только какие-то там в добрых поступках, но еще и в злых поступках. Они тоже часто бывают неэффективны. И блокировка Телеграма это нам показывает. Но мы верим в лучшее, друзья. Я верю, что наши города, они когда-нибудь станут доступными и удобными. И здесь история, она на самом деле зависит не столько, как мне кажется, от чиновников, сколько она зависит от всех вас, вот, кто смотрит сейчас это видео. Если кто-то из вас вообще задумывается, да, что среди нас есть очень, на самом деле, много людей, которые не могут пользоваться городом так же легко и весело, как это делаете вы. Если кто-то из вас задумывается, что город все-таки должен быть доступным для всех, и я не просто так во многих своих видео говорю, да, что делайте город удобный для бабушки, условный. Да, потому что если город будет удобен для бабушки, он будет удобен для всех. На мой взгляд, самый эффективный через общественный запрос. Когда какой-то большой процент в обществе будет понимать, что это пиздец, что так быть не должно, да, что даже в Москве невозможно перемещаться без двух помощников, да, что даже, казалось бы, а что вообще про остальную Россию? Что если у тебя нету 400 тысяч рублей в месяц на помощников, на хорошее там кресло, и на то, чтобы тебя кто-то там везде сопровождал, и тебе помогал, и машины, да, то ты просто не можешь из дома выйти. Вот. Возможно, этого пиздеца будет меньше. Но здесь, опять же, вся надежда на вас, чтобы вы не оставались равнодушными, чтобы вы обращали внимание на эти вещи, чтобы вы об этом рассказывали в своих социальных сетях, чтобы вы это требовали от чиновников, которые занимаются городской средой в ваших городах. Да? Будем надеяться. Доживем мы... Не сидим сложа руки, да? Да.
начинают. Вот. Да, я надеюсь, что ты сможешь комфортно путешествовать по России без помощников. Я хочу это лишить их работы. Я хочу их лишить работы. Ну, я думаю, они могут спать спокойно, их работы вряд ли лишаться, потому что вряд ли даже ударит 300, там, еще больше. Потому что... Пессимист. Нет, я не пессимист, я реалист, потому что я вижу, что происходит. То есть, если сегодня в Москве в 2019 году такая ситуация, то важно понимать, что в регионах, хотя регионы даже многие мечтают, и для них вот те улицы, вот пускай они будут не такие комфортные, не такие удобные, как они есть, но для регионов это было бы счастье иметь вот то, что есть сегодня в центре Москвы. Заканчивая наш разговор, мы с тобой начали обсуждать YouTube-канал. Ты хочешь завести YouTube-канал. Саня из Дагестана завел канал. Ну, он еще не завел, но когда вы смотрите этот ролик, он уже его завел. Поэтому ссылочка будет в описании к этому ролику. Подписывайтесь. Вот. Там должен быть такой же офигенный контент, как и на других площадках. Так что переходите и подписывайтесь. А с вас, как обычно, лайк, подписочка, если до сих пор этого не сделали, и распространяйте ролик, потому что пусть люди задумаются вообще о том, что происходит. Всем пока. До свидания.